Sky Communications совместно с Prism Pictures представляют фильм. Так, на чем мы остановились? Мы приехали в Севастополь, нашли сказочные апартаменты с видом на причал. Нет, стоп. Давайте перемотаем, начнем сначала, и я объясню, как я вообще здесь оказался. Нет, давайте перемотаем и начнем с самого начала. Так кто я? Меня зовут Слава, и так меня назвал отец, сказав, что этим именем он и себя прославит, да и нас чуть-чуть. Надеюсь, когда-нибудь его слова станут реальностью. В детстве я хотел стать мультипликатором, потому что любил мультики, актером, потому что любил Джима Керри, директором, потому что кто-то сказал, что директором быть круто. Да, крутым я хотел быть. Тогда я считал, что директор сидит на стуле и ничего не делает. Как сильно я ошибался. Но не об этом сейчас. Итак, мне хотелось, чтобы обо мне узнали. Когда я впервые попал в Москву и увидел рекламу на улицах города, я подумал, что это достаточно простой путь стать известным. Нарисовать что-то, и на это будут смотреть миллионы. Как сильно я ошибался. Но я поступил в лучший университет, начал учиться дизайну. И это оказалось совсем не то, чего я ожидал. Но говорят, что бросать учебу нельзя, и я подумал, что обратного пути нет. В итоге графикой заниматься я не стал, но однажды меня попросили помочь с дизайном ресторана. Отказываться я не умел, да и сейчас не умею. Я не знал, как делаются рестораны, но из-за ответственности и любви делать все офигенно, я его сделал, и он стал одним из лучших в городе. А потом я сделал еще один, и потом пролетело 15 лет, которые так и не заметил, и этих ресторанов оказалось 40. Но успеха, денег и радости в душе от этого не прибавилось. Кажется, все эти годы я не чувствовал удовольствия от этой работы. Сначала я делал, потому что пообещал ее сделать, потом просто потому что понимал, как это делается, а потом инерция всего этого развилась настолько, что соскочить с этого велосипеда уже очень сложно. Оставалось только понять, как управлять этим, чтобы не улететь с дороги. Я открыл компанию и стал в ней директором, как и хотел в детстве. Но кроме ответственности, проблемы вечного стресса я ничего не чувствовал. Возможно, из-за того, что не хотел быть в этой роли. Никогда в жизни не планировал стать архитектором или дизайнером. Просто шел по колее. Это как носить одежду, которая тебе не по размеру или кажется не в твоем вкусе. Ты ее начал носить, потому что тебя попросили, проходит время, и ты не чувствуешь себя в ней хорошо. Она как будто не твоя. А остаться без одежды тебе страшно. Но другую надеть не получится, пока не снимешь эту. И потом бах! Жизнь меня отправила в нокаут. Я не понял, что происходит. Происходит ли это со мной. Просто лежал и не мог встать. Все остановилось. Остановился мир. И я вновь задумался... Кто я? И со временем понял, что я не архитектор, не мультипликатор, не директор, не дизайнер. Со временем я понял, что я – это просто я. Такой, какой есть. И ни одна профессия не делает меня другим человеком. И чем бы я ни занимался, я не стану другим. А значит, могу себе наконец разрешить заняться чем угодно и примерить для себя новый костюм. Могу стать кем угодно, могу попробовать сделать то, о чем мечтал в детстве. К примеру, стать актером, прославить себя и своих родных чуть-чуть. А потом прошел год и случился еще один нокаут. Или даже нет, это был не нокаут, а скорее атомный взрыв, который разрушил все, что было. Мой дом, мое прошлое и мои мечты. И я не понимал, что мне делать. Вокруг лежали обломки прошлого, и мне их было жалко. Я не понимал, как жить, потому что все прошлое было разрушено, и я мог лишь спрятаться в руинах под каким-нибудь навесом, который хотя бы защитит меня от дождя. Я не понимал, кто все это придумал, почему это должно происходить в моей жизни, кто гениальный сценарист происходящего, почему они решили написать такой сценарий для меня. Я стоял посреди пустоты и подумал, если они написали сценарий для моей жизни, значит все, что мне остается, это сыграть эту роль. А если это сценарий про меня, то, кажется, я в главной роли. И если я главный герой, то я могу сделать все, что угодно. Я стоял у чистого листа и теперь мог не жалеть о том, что все разрушено, а наконец сделать так, как я хочу. Нарисовать новый дом, сделать его таким, как я бы хотел его видеть, стать главным героем своего фильма. И я решил наполнить свою жизнь событиями, о которых всегда мечтал. Увидеть закаты, на которые перестал обращать внимание, увидеть звезды, в которых я всегда мечтал найти сигналы с других планет, найти пляж из фильма с Леонардо Ди Каприо и встретить на нем рассвет. Хотя нет, рассвет не люблю, вообще не люблю рано вставать. Короче, я поехал наполнить свою жизнь приключениями, собрал рюкзак, положил в него палатку и решил отправиться в путешествие, которое начнет создавать мою новую жизнь. И я в ней буду играть главную роль.